Подряд читая Евангелие от Иоанна, мы уже вместе, начиная с Рождества, с 25 декабря, по сегодняшний день прочитали подряд стих за стихом, почти стих за стихом, 11 глав. Остается еще 10. Но эти оставшиеся 10 я планирую читать уже не подряд. Не подряд, потому что 12 глава, она будет ближе к верному воскресению и на верное воскресенье. 13 глава Евангелия от Иоанна будет на Страстный четверг. Так я планирую, если Господь даст. Глава 14 и 16, если Господь позволит, уже будет аж на Троицу, где Христос дает учение о Святом Духе. И вот последние главы будут где-то на Пасху и после пасхальные дни. Сегодня начнем читать 18 главу, и если Господь позволит, то в воскресенье также будет продолжение 18 главы. 18 глава повествует, ее начало повествует о том, как Христа арестовывают. Арестовывают, как бы сегодня нужно было арестовать очень опасного какого-то террориста, вооруженного террориста, поэтому нужен был многочисленный спецназ. Вот примерно так проходит арест самого миролюбивого, самого любвеобильного человека, который пришел спасать. Евангелие от Иоанна, 18 глава. Первые стихи читаем, первые 3 стиха. «Сказав сие, Иисус вышел с учениками своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел сам и ученики его. Знал же это место и Иуда, предатель его, потому что Иисус часто собирался там с учениками своими. Итак, Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием. Это ночь между Четвергом и Пятницем. Христос перед этим уже имел вечерю с учениками, где установил знаки своей смерти, памятные знаки хлеб и чашу. Он также дал им наставление, последнее наставление, большое поучение, и пошел с ними в Гефсиманский сад молиться. И этот сад был, наверное, частым местом, как здесь сказано, который Христос посещал, будучи в Иерусалиме. Похоже, это была частная территория, там были масличные деревья, наверное, огражденная территория, и хозяин этого сада давал право Христу, когда ему нужно было, этим садом пользоваться. Это было еще закрытое, уединенное место, и Христу было удобно там быть в тиши, общаясь с учениками и в молитве. Он частенько там бывал. Наверное, когда заканчивался день, люди шли отдыхать, Христос шел с учениками в сад. И в эту ночь Христос тоже идет в этот сад. Причем подчеркивается, что Иуда знал, что Христос часто использует это место для уединения. А Христос перед этим в этот вечер сказал Иуде, что ты можешь делать свое дело. И Иуда вышел. То есть Иуда пошел, чтобы договориться, чтобы взять воинов. И Иисус знает, что он придет его арестовывать. И если бы у Господа были желания как-то миновать эту чашу, или разминуться с Иудой, то ясно, что Иисус пошел не на то место, которое хорошо было известно Иуде. Он мог поменять место дислокации сегодня с учениками. Но Иисус сознательно избирает именно тот сад, который хорошо был известен предателю,
который планировал его предательство и его захват. Итак, Иуда собирает отряд. Конечно, не он сам, он пошел к первосвященникам, с ними договорился, и вот у них был, по-видимому, совет, когда это лучше сделать и как это лучше сделать, и вот они выбирают именно этот момент, потому что они стремились это сделать до праздника, до Пасхи, который наступал в пятницу вечером. Они боялись это делать днем, когда Иерусалим наполнен паломниками. Не раз в Евангелии от Иоанна повествовалось, что Христа собирались не схватить, а не получалось, потому что это было днем, потому что вокруг Христа много людей, и их планы были остановлены. Иисус имел большую поддержку людей. Они выбирают ночь, тогда, когда люди уже будут спать, а они выбирают такое нелюдное место, чтобы, если будут какие-то крики, задержания, чтобы не было такой паники или народ не восстал. Они сознательно свое темное дело планируют ночью, чтобы не видно было их злых дел или не были публичными. Когда описывается, кто пошел за Иудой, Иуда идет как ватажок, как вождь, то стих 3. Иуда, взяв отряд и служителей от первосвященников, отряд воинов. Отряд – это используется греческое слово, которое называло как полк, современно сегодня название только римского полка, римской части, как когорта, используется слово. И этот отряд, как правило, составлял 600 человек, 600 воинов. В некоторых случаях могло быть немножко меньше, в некоторых немножко больше, примерно 600. А служителей от первосвященников, это не в нашем понимании служителей как духовенства, а охранников от первосвященников. Хотя евреи были под властью римлян, но они имели право на свою охрану, свои службы охраны, которые были в храме, и которая была подчинена Синедриону. И когда священники договорились с Иудой, как это сделать, они говорили, мы даем тебе свою стражу, которая есть в храме, которая есть в Синедрионе. И они посчитали, подумали, наверное, это будет мало. И поэтому, наверное, они убедили, скорее всего, пошли, чтобы Пилат дал разрешение, и к ним присоединили еще римский отряд. Скорее всего, они так раскрыли дело, что мы хотим вспоминать какого-то бунтаря, который организует какое-то восстание, и это очень опасное дело. И римляне делегировали и свой отряд. То есть это вооруженные профессионалы, минимум человек 500, еще раз, вооруженных людей, скорее всего, больше. И вперед идет Иуда. Иуда был очень нужен, потому что Христа не так многие из них знали в лицо. Тем более это было ночное время. И в те времена не было фотографий, чтобы фотопортрет преступника якобы. Даже это могло мало помочь. Нужен был человек, который очень хорошо его знает, близко знает, чтобы ночью арестовать именно его. Итак, Христос в саду, Он заканчивает свою молитву и, наверное, слышит шаги приближающихся воинов. Наверное, они крадутся тихо, пытаются сделать свой захват незаметным, но Христос знает, что они идут за Ним. И стих 4. Иисус же, зная все, что с Ним будет, вышел и сказал им, кого ищете? Ему сказали, Иисуса Назарея. Иисус говорит им, это я. Стоял же с ними Иуда, предатель его. И эти воины крадутся,
пытаются, наверное, как-то окружить, сделать захват незамеченным, но к ним кто-то выходит наперед. Это сам Христос сам выходит наперед. И спрашивает: кого вы ищете? Иисуса Назарея, Иисуса из Назарета. Это я. И там стоит Иуда, он это подтверждает, что это он. Помните, он дает этот знак целования, приветствует, там, радуйся, учитель. Это я. Как правило, если эти люди арестовывали еще кого-то не раз, то, скорее всего, впервые в их жизни, что вот тот, кого они арестовывают, так вот спокойно выходит к ним навстречу и сам себя отдает в их руки. Это не просто руки, которые его арестовывают. Иисус знает, что они схватывают его, ведут на этот ложный суд, и его ждет распятие, казнь. Пришли люди, которые собираются тебя повести на казнь. И, как правило, естественная реакция, человек бы пытался где-то скрываться, убегать, попытаться уйти от этого. Вот он сам идет наперед к ним, как бы приветствует их: вот это я, вы меня ищете, вот я. 6 стих: и когда сказал это я, они отступили назад и пали на землю. Еще раз. Даже если это 500 человек, вооруженных, приходит человек, которого не собрались арестовать. Говорит: это я. И какой-то перепуг, какая-то паника. По ходу будет видно, что наверное, первые за Иудой шли именно еврейские охранники, евреи-охранники. Дальше шел отряд римских воинов. И, наверное, именно вот отошли и вот как бы упали с перепугу, прежде всего, евреи, потому что они-то понимали, кого их послали арестовывать. Им было известно все чудеса, или если они не были очевидцами, то они слышали рассказы о том, что Христос делает. И, наверное, часть из них, как минимум, понимала, что очень похоже, что они идут арестовывать, еще раз, необычного человека, как минимум какого-то пророка. И пророка, который делает такие вот невероятные дела, чудеса. Знаете, в истории Израиля был момент, когда послали воинам арестовывать пророка Илью, который тоже делал много чудес. И царь потребовал его, чтобы он пришел. И посылает 50 воинов сначала арестовать. Илья, похоже, как здесь в этой истории. Илья был тоже на горе, как здесь Христос на этой Илионской горе. Они приходят его арестовать: слезай или сойди, тебя зовет царь. Человек Божий, тебя зовет царь. Человек Божий говорит: если человек Божий, то пусть огонь сойдет и вас попалит. И это пошло раз, потом второй раз, 50 человек сожгло. И посылает царь еще один отряд, 50 воинов. И приходит уже третий отряд, и этот офицер этого отряда говорит уже по-другому. Он там буквально падает перед ним на колени и говорит: смилуйся над нами. Мы ничего не виноваты, нас послали тебя арестовать. Или послали тебя привести к царю. Пойдем с нами, добровольно. И вот что-то похожее происходит здесь. Вот они в панике, они перепугались, они отступили. Буквально как будто это попадали с перепуга. Ну, и опять-таки, если бы Христос хотел уйти или убежать, то это была хорошая возможность в этой панике скрыться. Но наоборот, их поднимает, стих 6, и когда сказал им это я, они отступили, стих 7, опять спросил их: кого ищете? Они сказали: Иисуса Назарея. Иисус отвечал: я сказал вам, что это я. То есть, если вы ищете меня, если вы пришли за мной, то вот я перед вами. Итак, если меня ищете, оставьте их, пусть идут. Оставьте их, пусть идут. Это он говорит об апостолах. И Иоанн комментирует: да сбудется слово, реченное им. Из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого. Это слово, сказанное им, это было тот же вечер, когда он молился. Записано в предыдущей главе.
Он говорит, как отчет отцу о своей миссии. Говорит, отче, которых ты мне дал, я всех сохранил. И в этот вечер или в эту ночь он снова подтверждает, что он их сохранил. Или он сделает все, чтобы их сохранить. Конечно же, эти слова прежде всего о том, что он их сохранил духовно от греха. Не дал им отпасть, но он их сохранил и физически. Что бы было бы, если бы Христос не пошел бы, не сам добровольно не отдался? Что было бы, если бы Христос попытался скрываться? Или апостолы сказали, что Христос, там засада, там, нас арестовывают, и они, наверное, мудро было бы как? Всем разбежаться в разные стороны. Да, вот. Что было бы, если бы не разбежались в разные стороны? Я думаю, было бы так, что вот для чего была такая громадная армия. Эта армия бы по частям побежала бы за одним, за другим, за третьим, за четвертым, и всех бы приловила, всех бы арестовала, там бы привело, там бы вылавливали, кто из них кто. То есть были бы все схвачены. Если бы Христос себя не дал добровольно, были бы все схвачены. А там кто знает, что бы с ними было бы. Со Христом-то ясно, что было бы, его вели наказан. Поэтому Иисус говорит, если вы пришли за мной, то вот я, а их оставьте. Вы же не за ними пришли. Пусть они спокойно уходят. В принципе, Христос это делает именно таким образом, чтобы их сохранить. Сохранить их здесь физически. Потому что его цель была пойти на крест. Сейчас пойти на крест. Но для них у него была другая цель. Для чего он их готовил? Для чего он их 3 года обучал? Чтобы они после его смерти пошли и его смерть, и его подвиг, смерть и воскресение разнесли по всему миру. Они ему нужны живые, пока они свою миссию не выполнят. И поэтому он ставит себя или отдает себя здесь в руки этих палачей, чтобы прикрыть их, чтобы оставить их под защитой и целыми и невредимыми. Еще показывает, что в этот тяжелый момент Христос, как бы ему тяжело не было, но он думает о своих. И он проявляет свою еще раз братскую, по-настоящему такую заботливую, жертвенную любовь, как за своих самых лучших друзей, за которых он готов свою жизнь отдавать. Это еще один хороший пример для нас в наших братских отношениях. Знаете, иногда, когда кто-то что-то натворил, кто сделал? Нас было много. Первая реакция, это не я, то есть это не я, или это не только я. А Иисус говорит, это я. Для того, чтобы они оказались целыми и невредимыми. То есть берет всю вину на себя, якобы, в кавычках вину. Стих 10. Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил первосвященнического раба, и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх. Но Иисус сказал Петру, вложи меч в ножны. Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец? Этим же вечером они сказали Христу, что у них есть 2 меча. Иисус говорит, этого достаточно, не ищите больше. И, наверное, один из этих 2 мечей был у Петра. Не знаю, у кого был второй, но один был у Петра. И Петр перед этим заверял, Христос, если будет какая-то угроза, я свою жизнь готов отдать. И, наверное, он желает не просто говорить, желает это исполнять сейчас. Когда угроза, когда его арестовывают. И это, здесь его хорошая смелость, которую можно вести в заслугу. Целая армия пришла. Еще раз, как минимум 500 человек, а скорее всего больше. Вооруженных профессионалов. И тут своим кинжальчиком Петр, что ты можешь сделать? Но он без страха идет в рукопашную, и Христа арестовывают, и он вперед. Я думаю, что он целился не в ухо, я думаю, что он целился в голову. То есть он реально хотел всех за Христа перебить. Попал в ухо, то ли тот, может быть, отклонился, а Иисус его останавливает. Слушай, Петр,
ты снова не понял. Это было его искреннее желание постоять за Христа, но ты буквально промахнулся. Ты промахнулся не потому, что ты не попал в голову, а ты промахнулся потому, что ты не понял, что нужно делать. Положи меч свой обратно. Если бы в этом не было воли Отца, то меня бы здесь не было. В этом воля Отца. Разве мне не пить чашу, которую дал мне Отец? И для этого я здесь, чтобы выполнить план спасения тебя и всех. Для этого я здесь, который ты снова не понял. И вот еще один ответ, почему Христос так спокойно отдает себя в руки этих врагов, этих палачей. Видно было, что Он хотел сохранить учеников, чтобы им ничего не досталось в этот момент трагическую. А с другой стороны, Он так спокоен, потому что Он уверен, что Он поступает, как хочет Отец. Здесь не написана история о Гефсиманской молитве Христа, она была здесь. Вот это сразу же после этой молитвы Он встает и выходит: это я. Помните, как тяжело Он боролся, молитвенно боролся, и несколько раз повторял, что доминует его эта чаша, но говорит: но не как я хочу, как ты, Отче. Вот. Мне очень тяжело, Отец, и я не хотел бы принимать эту чашу, я не хотел бы идти на эти страдания, но если в этом Твоя воля, то я подчиняюсь. Если в этом Твоя воля, я подчиняюсь. Он в этой молитве еще раз понимает, что в этом есть воля Отца. В этом воля Отца. Поэтому это не Иуда, такой предатель злой, хотя это правда, не эти жестокие люди, которых послали наемники, но это воля Отца. То есть это не они принесли ему эту чашу горькую, это Отец ему дает. Это воля Отца. И поэтому он так спокойно принимает его, внешне спокойно, но внутренне это было очень тяжело, потому что он подчиняется страданиям, которые предлагает ему Отец. Страдания, которые по воле Отца и для нашего спасения, для чего Он пришел. Вообще это хороший, деятельный ответ или вариант, как нам быть спокойными, когда мы идем навстречу страданию. Сегодня у нас и проповедь, и пение о молитве. Так вот, эта история – это пример, как действует молитва. Христос из-за того, что Он был близко в общении с Отцом, из-за того, что Он с Отцом общается, Он очень спокойно, нереально для таких ситуаций, выходит и принимает эту чашу, эти страдания. Перед Ним падают, а Он стоит прямо. Не потому, что это легко, а потому что перед этим Он был с Отцом. Он с Отцом общался. И Он знает, что все в воле Отца. Сейчас тоже мы переживаем не совсем обычные, не совсем легкие времена. Они несравнимы с тем, что, конечно, принес Христос, но имеют свои трудности для нас. Сегодня говорил по телефону с братом Романом, пастырем Сатак. Хотел узнать, как там брат Сергей Яров, ему сделали аппендицит, но все нормально. Он же хорошо идет на поправку. И так вместе порассуждали о том, как эти времена переживают мы, как его церковь. И он говорит: брат Сергей, я думаю, что эти времена чем-то похожи на времена гонений, которые были раньше. Это не то же самое, но чем по сути похоже. Потому что гонение – это тяжелое время. Но это тяжелое время церковь или верующие переносят по-разному. Кто-то может выстоять и даже укрепиться, а кто-то ослабевает, кто-то отпадает, кто-то… это то же самое сейчас.
какие-то трудности, это не гонение, это даже на уровень, наверное, ниже, или как бы на другом уровне где-то. Но чем-то похоже, оно где-то дает проявиться духовности или недуховности. Духовность, она от того, что если мы в это время, даже в тяжелое время, мы ищем Бога, мы желаем быть с Ним в общении, мы хотим понять Его волю и ей подчиниться. И когда мы понимаем волю Отца и ей подчиняемся, и даже если это страдание впереди, даже если это кислородная маска или аппарат ИВЛ, даже если это, но если это воля Отца, то мы не падаем, мы спокойно идем. Принимаем страдания, потому что Бог, Отец меня ведет. И эти неудобства или эти якобы страдания, они не ослабят мое желание Господу служить, не ослабят мое желание Ему подчиняться, быть Ему верным, делать то, что Он мне подчиняет, даже если в этом риск есть, даже если в этом есть какая-то опасность, якобы для моего здоровья. Так делает Христос, только опасность, то, что в разы, в мультиразы больше. Давайте еще один стих, и на сегодня все, стих 12, собственно, арест Христа. Вот этот арест происходит так, 12 стих. Тогда воины и тысяченачальник, то есть там был офицер, который командовал 1000. Это римский офицер. Еще раз, и очень похоже, значит, если был тысяченачальник, то очень похоже, что там было, еще раз, большая часть от 1000. И служители иудейские взяли Иисуса и связали его. Они схватили его, и не просто схватили, а как опасного человека. Целый полк его ведет. Еще нужно его связать для надежности, чтобы он был в их руках связанный, и вести его к своим заказчикам. Еще одна деталь. Вот эта история, когда Петр намахивается и ранит охранника еврейского. Помните, другие евангелисты добавляют, что Христос и здесь не просто говорит Петру: спрячь меч, а Он дотрагивается и исцеляет этого охранника. Значит, я думаю, для чего это было прежде всего сделано. Или ради кого это было прежде всего сделано. Я думаю, прежде всего ради Петра. Потому что если бы... То есть, что сделал Петр? Петр сделал по римским законам, даже и по современным законам преступления. Он напал на представителя власти и нанес ему тяжелые вещи. По римским законам это даже была казнь через распятие. Даже такое. Но Христос не только останавливает Петра, Он исцеляет человека, нет причины, нет проблем, Петр может быть свободен. И Он также показывает свою любовь и даже к врагам. Поэтому Господу власти, Он может сделать чудо и нас освободить даже от тех неприятностей, которые мы сами на себя навлекли, потому что взяли меч. А может нас провести через какие-то трудности, но это Его воля, и мы должны их принять с Божьей силой. Итак, Он дал себя схватить, дал себя связать, что мы были освобождены или отвязаны от наших грехов, и что мы получили свободу. Аминь, помолимся.